Ребята, всем привет! Нахожусь сейчас в своей машине Шкода Фабия. Вот такая вот проблемка с печкой. В принципе, случается часто у владельцев Шкод, то что печка начинает свистеть. Вот мы слышим свист. Сейчас будем исправлять данную болезнь. Вот иногда проходит, иногда свист прекращается, иногда появляется снова. Сейчас попробуем снять бардачок. За ним находится как раз вентилятор, и в вентиляторе уже, в корпусе вентилятора, прорезать отверстие, через которое уже попробуем смазать данный вентилятор. Итак, поехали. Надеюсь, получится быстро. Так, вот мы уже открутили. Вот здесь вот два болта, раз и два. Ключом торкс. И теперь надо снять бардачок. Вот так он вынимается. Оп. Вот сам бардачок. Вот такой вот. Сейчас вам покажу. Вот здесь вот раз. И вот здесь вот раз и два. Если будет видно, вот там вот должны быть шурупы. Благо бардачок, когда открываешь, здесь как раз светит в данную область. И вот нам вот здесь вот сам корпус печки, там вот находится вентилятор. И вот здесь нам надо прорезать данное отверстие, чтобы туда попала ВДшечка. И смазать на разных оборотах, туда прыскать и смотреть, что ли изменится в данной ситуации. Итак, я взял разные пилочки, будем пробовать, будем стараться. Не знаю, насколько быстро у меня это получится, но стараемся быстро. Итак, поехали резать. Ребята, смотрите, в общем, потратил примерно, даже минуту не прошло. Сначала хотел шуруповерт вот взял, проделать вот таким вот сверлом отверстие, туда брызнуть ВДшку, но потом понял, что это хренотень будет, потому что мне потом отверстие не закрыть. Взял обычную пилку по металлу, вот так вот разделил ее на две части. Обычная вот пилка. С мелким зубом, по-моему, да, с мелким. Не знаю, получится сфокусировать, не получится. В общем, вот пилочка с мелким зубом. Слушайте, вообще на ура идет, ребята. Даже вот меньше минуты. Сейчас попробую поймать фокус. Вот я пилкой пилил. И пилка вот туда уже вошла в корпус. То есть, в принципе, сейчас попилю дальше, посмотрим, сколько времени у меня за это займет. В принципе, все остальные говорят, что надо выжигателем выжигать, но получается как-то неаккуратно. Я вот хочу попробовать пилочкой, чтобы получилось покрасивее, чтобы потом закрывать и все было герметично. Все, буду пробовать дальше. Сейчас скажу вам через 5 минут, как это все быстро дело пошло или нет. Все, давайте. Итак, ребята, смотрите, в общем, я прорезал вот здесь, вот так вот. И сначала хотел вот там вот в дальнем углу прорезать, чтобы смазку проще было туда заводить. Но, как оказалось, там пластик тверже, а вот с этой стороны он мягкий, потому что здесь изгибается он. Видите? Чуть-чуть надавливаю отверткой. Вот. Оп. Сейчас попробую его вскрыть и посмотреть, что там внутри. Сейчас буду вам показывать наглядно. Ребята, вот как видим, я прорезал там отверстие, но стал отгибать пластик, и пластик просто лопнул. Как видим, видите, сколько там пыли?
Сейчас попытаюсь ВДшечку туда залить и посмотреть уже, как все это будет выглядеть. Вот, видите? Сейчас попытаюсь. Вон сам он моторчик, вон он. Все в пыли. Вот так вот, потратив 5-10 минут, я прорезал пластик полотном по металлу. Сейчас залью туда ВДшку и буду смотреть, поможет мне это или нет. Дальше я просто заклею это место этим же пластиком. Либо на герметик, либо на изоленту пока. Потому что, как пишут некоторые, ВДшки хватает на 2-3 месяца. Поэтому особо заделывать смысла нету. Потому что придется через 2 месяца снова заливать. Сейчас попробую залить, дальше покажу вам что как. Ребята, в общем, немножко туда попшикал смазки. Вот как видим, там чуть-чуть смазалось. Сейчас попробуем врубить печку. Наглядно вот вам показываю, как это все происходит. Но ролик, походу, на ролик не попало. Попробуем вторую скорость. Видите, аж пыль вылетает оттуда. Пыль смазывает, все это пошло. Но чуть-чуть смазалось, походу. Сейчас полностью отключу. Но ВДшкой вонять стало, конечно, конкретно. Так. Извиняюсь за качество, телефон еле запихал туда. Так, это вторая скорость. Третья. Четвертая. Третья. Вторая. Ну вот сейчас попробую еще ВДшки залить. Сейчас отверстие закрою рукой. В принципе, пока ничего не слышно. Вот первое. Еле-еле какой-то гул. А, кстати, когда прыскал ВДшкой, ВДшка у меня вот такая. Сейчас, подождите, фокус сделаю. ВДшка вот такая, но без палочки. Палочку я уже потерял. В общем, чтобы не разбрызгивать на всю печку ВДшку, потому что она туда не залезает полностью, использовал дедовский способ. Вот так вот скрутил бумажку. Сейчас выключу. Скрутил вот так вот бумажку. Вот так вот скрутил. Вот так вот запихал в дырку. Поднес баллончик и прыснул. Все, ничего сложного. Ну и видите, в принципе, попало только на сам моторчик. Конечно, придется раза 2-3 еще туда прыскать. Повключать печку, чтобы она поработала, там все смазалось. А так, в принципе, ребята, завтра, может, попробую еще ролик снять, показать вам, изменилось что-то за ночь или нет. Но пока, в принципе, как вы видите, стало тише, никаких свистов нету. Ну и отверстие сейчас буду заделывать, также сниму, покажу, как заделал. Все. Так, ребята, вот смазал второй раз. Сейчас. Вот так заснять-то. Туда еще не подлезть, самое главное. Так, печку. Вон она.
Ну, что-то смазывается. Ну, сейчас попытаюсь отверткой почистить. Там еще, ребята, в общем, почистил тряпочкой. Так, что там изменилось, что-нибудь? Визуально практически ничего не изменилось. Ну, что-то крутится, там вертится. Посмотрим, как оно будет работать. Ребята, в общем, напоследок решил вам показать, как сделал вот такую вот залипуху, как говорится, чтобы ветер не дул из вентилятора, скажем так, вне. Сделал вот так вот из вот такого вот изоленты, как называемый. Вот только белый цвет. Вот такую вот залипуху сделал. В принципе, не должно выдувать оттуда. Как бы ничего, нигде ничего не касается, то есть вспыхнуть ничего не должно, воздух оттуда дуть не должен. Вот второе положение. Как мы видим, ничего не свистит, не шумит, нигде ничего скотч не выдувает, не поднимается. Так что не надо никаких паяльников, чудо-приборов. Вот как вы видели, простой инструмент. Вот он, кстати, чудо-инструмент, который меня выручил. Хотел сначала тоже паяльник искать, у друзей там спрашивать, а потом подумал, почему бы не попробовать. И, в общем, оказалось еще и проще. 10 минут потратил, ребята. Дольше смазывал, проверял, смазывается или нет. Ну, в общем, посмотрим, как будет вести себя дальше печка. Ребята, в общем, с вас лайк. Все, до новых встреч.